Доброго всем дня, мои хорошие. К сожалению, у меня на прошлой неделе не получилось заснять ролик. Я очень сильно хотела записать, но как-то вот пришлось ждать следующей недели. И вот только сейчас у меня получается сделать запись. На самом деле, я даже не знаю, может быть, я слишком рано затронула в прошлом видео тему темных и светлых, да, тему разных вибраций, разных путей развития, потому что очень много вопросов посыпалось и непонимание вообще самой концепции и всего. То есть я решила, я вообще хотела изначально как бы сделать следующий шаг, да, записать о мироздании, но так как посыпалась просто куча непонимания вопросов по вот этой теме темных в большинстве своем, да, и я решила раскрыть и пояснить этот вопрос. Надеюсь, вам станет более понятным, но, как я понимаю, просто, наверное, я слишком рано его подняла, как бы начала это рассказывать по теме и перехода, да, от там светлого к темному, от темных к светлым, и всего вот этого вот процесса, да, получения опыта и прочего, как бы в нашей вселенной. Ну, давайте попробуем пояснить. Во-первых, смотрите, посыпались такие вопросы, что как относиться к тем, кто ворует, убивает и т.д. и т.п. Да? Смотрите, ребята, во-первых, это не значит, что вот это их воля, да, нарушать мы ее не имеем права, ну и пускай дальше идут, воруют, убивают и т.д. Нет, это не то имелось в виду, вообще абсолютно не то. Как бы почему было так воспринято, я не знаю, но в предыдущих роликах я говорила, что мы должны изъявлять свою волю. Вы так хотите, ваше дело, но вот этого вот в моем мироздании, в моей реальности и вот в том мироздании, где я живу, быть не должно. Вот в этой параллели, в которой я живу. Такого быть не должно. Вот о чем мы говорим. То есть, понимаете? Вот. Дело в этом. То есть не надо их поощрять и говорить, да, занимайся этим дальше. Но также я хочу, чтобы вы понимали, что те люди сейчас, которые здесь этим занимаются, да, воруют, там, убивают, вот это вот, ой, даже вот эти вот проводят всякие ритуалы и прочее, вы должны понимать, что эти люди в большинстве своем одержимые. То есть в прямом смысле того слова. Они одержимые, и они находятся на очень-очень глубоких подключках. То есть то, что они вот испытывают от этого радость, то, что у них это все классно и здорово, то есть фактически их сознанием управляет. И управляет, ну, гадость, определенная тварь с нижнего мира. То есть которая через вот это вот качает энергию. Вы понимаете, как сказать, вот эти люди, они, ну, вот эти души, да, с которыми вот это делают, я имею в виду сейчас убийц и воров там и прочее, да, по сути их захватывают, то есть перехватывают их управление их сознанием. Да, они на это соглашаются. Да, они соглашаются с тем, когда им сущность это говорит, иди там, убей, иди там, это сделай, да, и он говорит, да, я пойду. То есть он сдается, он соглашается на это. Если он соглашается с этой сущностью, идет и делает. Да, она подавляет его волю, но тем не менее дает согласие на это. Но вот эти души, они не становятся от этого темными. Когда душа меняет плюс на минус, это не просто, что она пошла и кого-то там убила, не просто она пошла что-то там своровала, нет. Это более глубокий процесс в том плане, что это не какие-то поступки, это внутреннее ощущение себя, это внутреннее вообще, как вам объяснить, внутренний выбор, какое-то становление, это вообще абсолютно другое, это полный там эгоизм, это ощущение, то есть по сути, вот темный, да, который вот берет и делает это вот с человеком, да, руками которого это делает он, вот. То есть темный не пойдет сам это делать, он пойдет руками чьими-то это делать, он не будет мараться, понимаете?
А вот это вот человек, как бы это ни звучало, руками которого будут делать это будет искалеченная душа. И вот эта вот тема, которая сейчас идет в тема управления контроля сознания, я не знаю, можно ли вообще называть это, говорить об этом. Есть некоторые технологии управления сознанием, да, которые там символом является бабочка или как-то так называется. Вот. И вот эта вот техника контроля сознанием, она реально ломает, она ломает психику. И вот эти вот души, вот смотри, вот я вот про это говорю, и мне начинают звонить, начинают писать, начинают сбивать, то есть вот все делаю для того, чтобы я это не говорила. Потому что, по сути, когда вы вот эти, ну вот, начинаете кидаться негативом, то есть вы принимаете карму на себя, поэтому не хотят, чтобы я так говорила. Но смотрите, вот эти вот души, да, единицы из них темные, но на самом деле истинный темный, да, который на самом деле темный, он не будет морать руки. Он не будет пачкаться, он сделает все чужими руками. Он не будет перенимать на себя карму. Понимаете, они слишком эгоистичны для этого. Они слишком горделивые, они слишком вот... Вы вот понимаете, что такое вообще вот темный, истинный темный? Это тот, который вот знаете, вот как тот аристократ. Он вот в грязи, ему стрёмно будет пачкаться. Он будет делать все чужими руками. Руками низших каких-то там, руками других душ в том числе. И перекинуть вот такое вот ответственность за вот это все на какие-то вот эти вот светлые души, которые согласились на это, да, они соглашаются. И испачкать их в грязи с ног до головы, если вы думаете, что душе, да, на уровне высшего сознания нельзя нанести какой-то моральный вред, то это не так. То есть вот эта боль, вот эта сломанная психика, ну вы понимаете, это опыт, да, который проживает душа вот в воплощении. И этот опыт, он записывается. Это как часть души. И вот этот опыт поломки психики, вот того, что она делала, вот вы представляете, светлое сознание, которое даже вот доброе, милосердное, все, и вот такой вот опыт, вот такое вот туда придет, и это все переживет. Для души это вообще это очень большой шок. И такие души, они проходят после этого, то есть еще периоды реабилитации. Может, для вас это как-то прозвучит. Да нет, на кол их всех. Но я сейчас их не оправдываю. Вот вы меня услышите, я их не оправдываю. Я не говорю, что какой-то там убийца, вор, маньяк, там еще кто-то, он хороший. Нет, я этого не говорю. Просто услышьте меня. Я тоже раньше думала, что вот они такие там сякие, тоже на кол их всех, там, убить их, распотрошить, все. А чем мы лучше тогда? Чем мы тогда лучше? И на самом деле, вот кому сейчас, может быть, кто-то там говорил, карма, еще что-то, да, как душа вот расценивает там, ну, кто там судит там после смерти, все. А душа сама и судит. Но там момент такой, что когда идет развоплощение, да, и идет полное осознание своей жизни, то есть душа проживает не только свой опыт, да, но и все то, что происходило с ней, того, из чего она не видела. То есть, грубо говоря, вот этот убийца, который убивал, он переживет всю боль своих жертв. Он ее на себе познает. То есть все те, кого он убивал, он поймет, как им было больно. То есть он через эмпатическое восприятие, то, что у него было заблокировано, оно все хлынет. То есть это полное, всестороннее 3D, 5D, там, 10D впечатление от собственной жизни. Он это все переживет. И переживет, не переживет, но на него еще обрушится не только вот как сознание жило, но ничего не понимало,
осознание на уровне души всего того, что было сделано за эту жизнь. И вот это будет огромным потрясением. Но это тот путь, который прошла эта душа, она на него так или иначе согласилась. И давайте еще рассмотрим сразу же, очень многие там говорят, что вот, давайте, свобода воли, да, нарушают волю, вот там люди там в концлагерях, там еще где-то, да, вот они умирали, там и все такое, что соглашались ли они на это, и что вот они, мол, согласились на это, там еще где-то перед воплощением. Я могу сказать, не факт. Не факт, что они на это согласились перед воплощением. Они могли и во время воплощения на это согласиться. Одно то, что они подумали о том, что их могут туда, в этот концлагерь запихать, они уже дали на это разрешение. Это во-первых. Тут очень тонко, вот многие не понимают принцип свободы воли и начинают натягивать его за уши на что-то. Но поймите, одно то, что вы думаете, что кто-то может что-то с вами сделать, то, что вы допускаете такую мысль в своей голове, если вы, при условии, что вы являетесь хозяином своей реальности, я много раз это повторю, что вы являетесь хозяином своей реальности, а не передали ее кому-то. Если вы не являетесь хозяином своей реальности, то кто-то там решает, что с вами будет и что с вами будут делать. В концлагерь вас запихают, уколят, там еще что-то сделают. Кто-то там будет решать, не вы. Вы передали свою реальность. Не притягивайте за уши сюда свободу воли тогда. Понимаете? А вы передали по своей свободе воли. Это опять же. Но даже одно то, что кто-то там, пускай это решил, душа может это, забраковать. Но если она допускает мысль о том, что ее могут туда забрать, о том, что кто-то там может с ней это сделать, она на это соглашается. Сознание на это соглашается. И да, это трудно осознать, но, это так. Нравится вам это или нет? Вот на этом всех и ловят. И к вопросу о том, что, ребята, что люди соглашаются, не соглашаются умирать там в тяжелых пытках и все такое. Смотрите, на самом деле, это тело не может никого удержать. Никого. Каждый человек, абсолютно каждый, может в любой момент просто из него выйти. Это абсолютно реально. Просто взять и развоплотиться. Вот может для кого-то это звучит фантастически, но это так. Никто здесь никого насильно в этом теле удержать не может. Есть исключения, есть некоторые исключения, что здесь реально в телах удерживают некоторые души, но это души, которые уже должны были развоплотиться, и их при помощи сложных магических ритуалов удерживают в мертвых телах. Я сейчас говорю о некоторых мумифицированных телах, и там темные определенные души держат специально. Но это исключение, скорее из правил. И там люди сами вокруг разрешили это так или иначе делать. И разрешают до сих пор. Сумбурный, опять же, ролик получается. Но не знаю, говорю, как вот идет. И на самом деле, опять же, каждый может выйти из своего тела в любой момент. Я знаю людей, у которых это было, которые просто выходили из тела. Я сама в этой жизни проделывала подобный трюк.
Наверное, вам не надо рассказывать о людях, которые пребывали в коме. Также, если кому-то интересно, можете посмотреть, в интернете поискать. Ученые ставили эксперимент над человеком, который был приговорен к смертной казни. И они сказали ему, что мы тебе вот сейчас, значит, что-то там сделаем, ну, типа вот по капле кровь будет капать, это типа ты зато умрешь безболезненно. Быстро, ну, безболезненно, все, раз и уйдешь. То есть просто у тебя всю кровь вот прокапает и все. И они начали вот медленно с него как бы, ну, типа кровь вот, что будут скачивать. И они, суть эксперимента была в том, что, чтобы посмотреть, то есть не в том, чтобы умертвить его таким образом, а посмотреть, насколько самовнушение может повлиять на человека. Так вот, когда у него еще была куча крови, когда он еще был в нормальном здоровом состоянии, то есть, ну, не умирал, они сделали так, чтобы человек на уровне психосоматики, на уровне своего психического восприятия подумал, что все, у него упала последняя капля крови. И в этот момент он умер. Понимаете? Хотя физически в этот момент он находился в абсолютно здоровом состоянии. И крови у него еще было очень много. Понимаете, в чем суть? Каждый, абсолютно каждый может уйти просто в любой момент. При этом ему не нужны какие-то особые обстоятельства. Все, опять же, в вашей голове. И может быть, кому-то сейчас покажется кощунственным то, что я скажу, но реально каждый человек, вот тот, кто проходил через это, он так или иначе на это согласился. Потому что если бы на уровне души он был не согласен пройти этот опыт, он бы просто умер, ушел и не стал это проходить. И касательно тех людей, которые сейчас начнут кидаться тапками и кричать: да ты сама там не была, ты сама это не проходила, да ты сама там так не умирала и все такое, не надо говорить за меня. Я говорила в интервью, по-моему, с Мариной, она мне задавала вопрос, и я там говорила, что в прошлой жизни здесь, я как раз была воплощена, я умерла не очень хорошо, и я не хочу об этом говорить. Так вот, я не хочу об этом говорить, потому что я не хочу об этом вспоминать. И это была смерть не от сердечного приступа. Я умирала очень долго, очень мучительно и не своей смертью. Я не хочу реально говорить, что там было, почему там было и зачем там было. Но до сих пор, когда я где-то вижу какие-то фильмы про пытки или какую-то вот такую вот фигню, у меня просто вот все переворачивается, внутри сжимается, и такое количество слез течет, что это опыт, который прошла моя душа. И когда я говорю, что этот опыт она выбрала, то есть это был выбор души, это был выбор души. И вот тут же хочу, знаете, сделать небольшую отсылку к другому. Вот смотрите, вы говорите, что вы против вот этого всего, да, вы говорите, что вот, они там воруют, они там убивают, они там такие-сякие, там 5-10. И тут же каждый вечер, вот для того, чтобы вы понимали, как вообще свобода воли, она действует. Каждый вечер вы включаете телевизор и смотрите фильмы, типа там «Механика», типа там каких-то там боевиков, там с Брюсом Уиллисом, там еще с кем-то, да. И вы смотрите это все. И что там показывают? Вот вы смотрите, получаете от этого удовольствие. И говорите: да, это круто, это классно. Но что вы смотрите? Вы смотрите фильм, где людей убивают, где людей там пытают,
где они воруют у друг друга, там неважно еще что-то. Я вот тут недавно, у меня муж включал какой-то фильм, я говорил, выключи, я не буду это смотреть. Где там детей в контейнерах перевозят, где там еще что-то происходит. Какие-то там наркобароны, убийцы, там еще кто-то. И вы это все смотрите. И вам это нравится. И вы говорите, блин, это классный фильм, я еще что-нибудь хочу подобное посмотреть. И чтобы вы понимали, что происходит на тонком плане. Вы говорите, что это классно и это здорово. Убивать, там, насиловать, еще что-то, да, там, стрелять во всех, это вау, круто. То есть вам это нравится. Вы изъявляете свою свободную волю. Вы говорите, да, это приемлемо для меня. Это приемлемо для меня, это классно, это здорово. Вам даже вот вкладывают то, что есть какой-то хороший герой, который, вот, знаете, моя любимая фраза: добро всегда победит зло, оно поставит его на колени и жестоко убьет. Вот это то, что вам втирают. Это то, что вам просто закладывают ежедневно в голову. Вы только вдумайтесь, что это за добро такое, которое ставит на колени зло и жестоко его убивает. Разве это добро? Но когда вы смотрите вот эти вот боевики, вы смотрите такие фильмы, и вы говорите, да, блин, это классно. Почему вы тогда после этого говорите, блин, эти убийцы, эти воры, эти преступники, да они там все такие-сякие и все. Так не смотрите это. Не поощряйте это. И когда вот это вы видите на экранах, вы должны это запрещать, потому что это все взаимосвязано. Вам кажется, что это не связано, но на самом деле это связано. Вам в голову вкладывают культуру. Культуру того, что убивать это классно, воровать это классно. 12 друзей Оушена большие, вообще там супер просто. Они же там грабят. Это ж классно, здорово, они герои. Вам вкладывают таких героев в голову. А сейчас вот просто посмотрите то, что происходит вот в этих фильмах, во всем. Каких героев сейчас продвигают. Это вот раньше, вот этих боевиков. Вам вот как работает окно Авертона? Да так и работает. Вам сначала вот это продвигают, потом вот это, потом вот это. Вот просто вот посмотрите фильмы, которые идут сейчас. Добрые вампиры, ведьмы и оборотни. Классные. И это все по телевизору. Это все мы смотрим, это все мы вот. Но даже просто подумайте, какие игрушки вы покупаете своим детям. Особенно это касается родителей мальчиков. Вот вы просто задумайтесь. Вы же покупаете им пистолетики, из которых убивают люди друг друга. Вы им покупаете танчики, из которых убивают люди друг друга. Вы им покупаете военную технику солдатиков, которые убивают друг друга. Вы это все покупаете своим детям. Какую культуру вкладывает это общество в детей? В первую очередь в мальчиков. А вы думаете, это все хихи-ха-ха, понарошку стреляют? Ну это все классно, но что закладывается в психике? Понимаете? Убивать это приемлемо. Вот что вкладывается. Я выхожу на детскую площадку, и что я вижу? Я вижу, как мальчики играют между собой с ножом, с игрушечным. И они там в шутку друг друга режут, горло там друг другу перерезают. И это у них игра такая. Классная, здоровская игра. И они уже считают, что это норма. Им всем там лет по 7 они бегают. И рядом сидят родители. И они на это нормально смотрят. Это нормально, это норма. Понимаете? Для этих людей они считают, что все классно и все здорово. Все так, как и должно быть. И далее по списку. Вы посмотрите, что носят дети. Просто что вы на них одеваете. Та же самая детская площадка. В одной стороне бегают мальчики с ножом, а во второй стороне сидит ребенок. У него на голове кепка. А на кепке там страшная рожа нарисована с монстриками, который очень-очень злой и скалится. И это одели ребенку на голову.
Типа приглашение, заходи, сущность, мы тебя ждали. Ходят дети в костюмах динозавриков. Вот эти вот сейчас куртки очень модные. И это все на детей одевают. Особенно тоже касается одежды мальчиков. Невозможно найти футболку без какой-то символики, без чего-то. Страшные акулы какой-то там, ужасной, глазастой, которая скалится там, блин, и у нее чуть ли там не отрубленная нога изо рта торчит. И это все покупают детям. Стоят дети, у них, извините, на футболке черепа там и прочее. Мы это все не замечаем, это все вот оно вокруг нас. И это все норма. А потом вы говорите, Надежда, да куда же там кто смотрит? Это вот кто-то виноват. Мы не хотим, чтобы там убивали или еще что-то. Как вот к ним относиться, к этим убийцам? Они ж плохие. Так может быть начать с того, что не покупать своим детям пистолетики и не покупать им ножи, чтобы они друг друга на детской площадке там игрались. Может, с этого стоит начать? Понимаете, вот как к этому относиться? То есть, если вы хотите реально как-то что-то вот относиться, вот как к ним относиться? Запрещайте это. Запрещайте вот эти фильмы, запрещайте вот это все. И говорите, нет, в моей реальности такого вообще быть не должно. Ни в фильмах, нигде. Потому что в моей реальности, в моем мире, о таком даже, о том, что можно убить другого человека, вообще даже мысли не должно ни у кого возникнуть. О том, что можно там кого-то вот что-то вот такое вот сделать, такого вообще быть не должно. Если вы смотрите про это фильмы, и вам это нравится, вы разрешаете это все здесь, в нашей реальности. Вы эти фильмы на уровне вот я, допустим, смотрю какой-то фильм, и все вот это там происходит. Я сразу же начинаю это все запрещать. Я сразу же начинаю это все отвергать. Я сразу же начинаю это все вот, что нет, этого не должно быть. Такого вообще не должно происходить. Потому что это все, это отражение реальности. Вам показывают это все. Оно есть в нашем мире. А вы такие, не то чтобы там возмутиться, встать. А почему вот это в нашем мире есть? А вы, да, классно, здорово, давайте еще. Все на самом деле гораздо глубже и гораздо тоньше. Вот как к ним относиться надо. На всех уровнях. И вот это вот, понимаете, когда я говорю про свободу воли, что свобода воли есть не только у нас, но и у темных, да, а также там у других. Это вот и у людей, которые в том числе приняли темных и решили стать их марионетками, да, и чтобы их руками вот это все делали. Вы понимаете, как это должно быть, восприниматься, да? Смотрите. Вот это твой выбор. Ты вот выбрал вот это. Это твой выбор. Я его уважаю. Но это не мой выбор. Для меня этот выбор неприемлем. Я такого не потерплю. Моя свобода воли заключается в том, что ты вот здесь делать этого в моем доме не должен. В моем доме это неприемлемо. В моем доме нельзя складывать ноги на стол в грязных ботинках и топтаться. В моем доме нельзя это делать. В моем доме нельзя рисовать на обоях. Да, тебе очень сильно хочется, но у меня здесь гадить не надо. Иди гадь где-нибудь в другом месте, если ты этого хочешь. Но здесь, в моем доме, этого не должно быть. Понимаете, вот так к ним надо относиться. Но если брать, опять же, к разговору о том, что вот эти вот там люди, которые вот это делают, там, это все, ну вот это же их воля, пускай они это делают. Нет, нет, не пускай, не делают. Такого быть здесь не должно. А вы, получается, разрешаете это, говорите, да, в грязных ботинках на стол, да, пожалуйста.
Пожалуйста, топчись там сколько хочешь. Рисовать на обоях, пожалуйста, рисуй, что ты еще хочешь. Они к вам домой приходят. И здесь сила в том, что вы в первую очередь осознанные. Вы в первую очередь осознаете то, что здесь происходит вокруг вас. И значит, ваше слово, оно весомое. Потому что вы осознаете весь тот фарс, который здесь происходит. И вы имеете право что-то здесь утверждать. Ваш голос, он слышен, более слышен, чем голос тех, кто просто прибывает и смотрит вот эти вот мультики, смотрит вот эти вот фильмы и говорит, да, здорово, давай еще. И не осознает того, что вот этим вот, да, давай еще, он разрешает все то, от чего потом он смотрит газеты, читает там передачи и говорит, ой, нет, как же так, почему это происходит в моем мире. Одно то, что вы считаете что-то приемлемым, даже на уровне каких-то фильмов, какой-то вот такой вот штуки, книжек, там еще чего-то, оно уже дает разрешение. Вы говорите, для меня это приемлемо. Да, это мой выбор, чтобы так было. Мне нравится. Так, и давайте вернемся к вопросу, как вот некоторые там тоже начали, что вот, как же так, там, посадят ли всех темных на кол и все прочее. Ребята, вот смотрите, что я вам могу сказать. Кого надо, того посадят. Кто не виноват, тех не посадят. Вот мы с вами все это человечество, да? Вот все люди на планете это все человечество. Вот среди них есть люди, которые нарушают закон, да? Какие-то там воры, убийцы, там еще кто-то. Вот их ловит полиция и садит в тюрьму. А есть также среди нас люди, которые хорошие, которые дома с семьей там все делают и все это. Нельзя всех грести под одну гребенку. Кто реально нарушает закон, тех посадят. Кто не нарушает закон, те будут жить дальше, припеваючи. И заниматься своими делами, своей семьей, своими, там, я не знаю, своими там какими-то темными делами. Для того, чтобы вы понимали, смотрите, вот то же самое, что с человечеством, да, вот есть там, образно говоря, есть люди, которые не нарушают закон, есть люди, которые нарушают закон. Вот. Это две разные категории людей. Кто-то сильнее нарушает закон, да, какие-то более тяжелые там уголовные статьи, кто-то менее, какие-то, мелкие вот такие. Вот. И в зависимости от степени тяжести преступления, да, ему наказание идет больше. И тут будет то же самое. Те, которые закон не нарушали, их не тронут. Потому что, вот смотрите, во всей нашей Вселенной, я уже говорила, бесчисленное количество миров, огромнейшее количество миров. И даже на одном и том же мироздании могут существовать одновременно, в нескольких параллелях, как светлые цивилизации, да, какие-то, так и темные цивилизации одновременно. Это не значит, что они в одних плоскостях. Нет, у них разные плоскости, да, разные параллели. Но тем не менее, они на одном и том же мироздании существуют вместе. Это касательно третьей плотности. С более высоких плотностей уже идет разделение, потому что чем выше плотность, тем выше частота. То есть получается, чем частота более глубже, это все ярче, там и энергия более концентрированная в плане энергии именно души, да, вот, которая идет. И там они уже между собой не могут в энергетическом плане существовать, потому что это как свойство физики, да, я говорила, кто-то не может существовать при минус 50, а кто-то при плюс 50. Там это все более ярко выражено, нежели в тройке. Но это уже тема другого разговора. В тройке, конкретно в тройке, в третьей плотности, одновременно могут существовать на одном и том же мироздании, как светлые какие-то цивилизации, да, так и темные тоже. И если мы говорим, что это темная цивилизация, это не значит, что они там всех убивают, там воруют, там все у них там, все это беспредел, там капец. Нет, это значит, что просто они существуют на низких вибрациях.
Низкие вибрации, это не значит, что это там вот, как мы привыкли, это кого-то там убивать, мучить, там еще что-то. Нет, это наши, конкретно наши тела, конкретно вот мы, когда вот испытываем такие эмоции, выделяем низкие частоты. Для темных, вот, ну, если брать темную, да, какую-то вот с их телами и все, им не обязательно мучиться и там как-то вот, я не знаю, жертвенно самоубиваться для того, чтобы испытывать низкочастотные вибрации. Я не знаю, как вам вот это вот еще объяснить. Наша гордость, она не такая низкочастотная, допустим, как гордость темных. То есть у темных гордость, она более низкочастотная, она более концентрированная, она более, как сказать, более горделивая, я там не знаю, да. И там наше проявление какого-то эгоизма, оно не такое проявление эгоизма, как их. То есть наши эмоции, даже если они схожие по спектру, но они не такие низкие. Как вот вам объяснить? И для того, чтобы вот еще ниже было, то есть они поэтому и с нас, им без разницы, вот чтобы вы понимали, им без разницы, они здесь качают, я уже говорила, энергию, да, они здесь ее качают нелегально, и как бы сейчас они за это получают от по попе. Но это делают отдельно взятые темные цивилизации. Не все темные этой вселенной, абсолютно все темные этой вселенной тут сидят на нашем мироздании, в этой параллели и качают чего-то с нас. Нет. Также люди, которые говорят о том, что темные захватили нашу вселенную, ребята, сейчас расставлю в этом плане точки над «и». 70% нашей вселенной, 70% это светлые миры. 70% нашей вселенной это светлые миры. Не захваченные светлые миры. И только 30% являются мирозданиями темных, их мирами. И в процентном соотношении что-то я вот не вижу, чтобы они там чего-то захватывали. Возможно, через каких-то там своих чревовещателей они рассказывают вам о том, что они хотят. Но это их мечты какие-то, которые им очень сильно хочется мечтать. Но никто им этого не даст сделать, как бы сильно им не мечталось. Поэтому либо вы путаете формат Вселенной и формат конкретно вот этой системы. И то, вы понимаете, эта система, даже наше мироздание, в котором мы сейчас с вами находимся, не является полностью захваченной темными. Поэтому я не знаю, о какой вселенной захваченной там идет речь. Их там какой-то в мечтах, в ихней там какой-то вселенной, я не знаю. Если бы вся вселенная была захвачена темными, то у вас бы сейчас даже мысли такой не возникало, что с вами происходит что-то не так. И светлых каких-то чистых вибраций, высоких, здесь бы в принципе не было. Вся вселенная бы была полностью темная. Просто логику, вот, элементарная логика. Даже наше мироздание, оно не является полностью захваченным. Как бы им этого не хотелось, как бы они ни пытались, ни старались. Что-то я опять очень-очень много всего наговорила и не понимаю, удалось ли мне до конца раскрыть мысль. Давайте еще раз попытаюсь вот эту мысль про темных донести. То есть смотрите, не все темные одинаково полезны. Те темные, которые захватили конкретно вот здесь вот эту параллель этого мироздания, это отдельная группа цивилизаций. То есть, да, они, вот конкретные вот эти вот темные, они нарушают здесь закон воли. То есть они хотят, помимо того, что они хотят свою энергию какую-то, да, вот то, что у них там, они там между собой варятся, они хотят еще и чужую загробастать. И вот они как бы там договорились между собой и решили, а что бы нам там к светлым не пойти и у них там кусок пирога не отжать, да? На чужой энергии не посидеть, там, не попаразитить. И да, есть среди них, среди темных, много таких, есть цивилизации, да?
что да, среди темных есть цивилизации, есть вот такие вот представители, которые действительно вот этим занимаются, которые идут, пытаются вот на кривой козе завоевывать светлые какие-то вот мироздания, да, там другие планеты, завоевывать другие расы, там других и на них паразитировать. То есть дополнительно себе хапать энергию, воровать. Вот какая-то одна, вот помните, вот как в истории нам там, вот этой Липовой рассказывают, что вот там какой-то там Рим, вот он шел там и всех там завоевывал, да. Ну, то же самое. То есть вот какие-то отдельные цивилизации. Но это не значит, что они все такие цивилизации. У них тоже есть свои мироздания, у них тоже есть свои миры, где они чисто варятся вот там внутри себя, в своем котле, там развиваются и все делают, и вообще к никому не лезут. Понимаете? Они там свой опыт получают, копошатся, что-то там, у них свое, им там нравится, песочница. В другую они не лезут. А есть вот такие вот наглые, действительно, которые лезут в чужие песочницы. Их надо осаживать. Но если вы думаете, вот, ну, опять же, сейчас может кто-то там будет кричать, я просто для того, чтобы вы понимали, было понимание определенное для того, кто они такие и что вообще вот эти темные там из себя представляют. Они так же самое, то есть спектр цветов. Есть прям нижние миры, это чернее черного квадрат Малевича. А есть более, ну, я не знаю, там, высшие из низших, да, то есть вот представьте себе график, вот вы же в школе там рисовали от 0 до минус там 100, да, допустим, и от 0 там до плюс там 100. Вот представьте, частоты, вот они от 0, то есть те, которые на границе там где-то колеблятся, то есть -1, -2, там -3, -4, они являются, ну, серыми такими, да, какими-то, то есть они на низких частотах, но при этом они не настолько низких частотах, чтобы там капец чернее черного были. Есть те, которые чернее черного. Они вот идут по допустим, негативному пути развития. Так они идут по уровню низких частот. И идут они в минус. То есть это их высота развития. То есть у них перевернутая она. Они идут вниз. Чем выше темный, тем ниже он опускается, грубо говоря. Разные абсолютно. И темные разные, и светлые разные. И спектр цветов. Есть черный, есть белый, а есть еще там серо-буро-малиновый и все оттенки розового, понимаете? Куча цветов, куча всего. И это не значит, что есть просто два цвета. И нет белой материи, нет черной материи. Как кто-то там написал в комментариях, черная и светлая материя. Вы меня не слушали. Я говорила, материя едина. Материя не имеет цвета, это универсальный конструктор. Энергия сама, вот поймите, энергия сама не имеет какой-либо плюса или минуса. Энергии, плюс или минус, свойства энергии задает душа. Энергия, она вообще без плюсов, без минусов, без еще чего-то. Это просто энергия. Она не положительная, не отрицательная никакая. И можно любую энергию как из плюса в минус сделать, так и из минуса в плюс. И это опять же может преобразовывать душа. Но это все тоже на преобразование, да, определенное, тоже уходит энергия. Это трансформация. Ладно. И если вы думаете, что только темные нарушают свободу воли, пытаются нарушить или нарушают там, да, я могу сказать, что и светлые тоже прекрасно туда лезут и тоже пытаются нарушать свободу воли. То есть есть цивилизации, да, есть какие-то, которые тоже из благих намерений, из благих побуждений пытаются это сделать. Они пытаются навязать кому-то свой образ жизни. Пытаются навязать кому-то, вот, что надо жить вот так вот, по вот таким-то высоким частотам и получать вот такой-то опыт. Им так нравится, и они пытаются навязать такой же образ жизни другим душам. Но это тоже неправильно. Это тоже навязывание, даже из благих побуждений. У меня сколько раз было такое в практике, когда я не раз огребала за то, что я пыталась от человека отсоединить сущность без его на то согласия.
То есть я хотела сделать человеку добро, и это оборачивалось против меня. Все это нарушение его свободы воли. Сразу как бы скажу, может, многие там подумают, а что теперь там с других нельзя снимать подключки? Можно это делать. Там идет хитрый ход в том плане, что если эта подключка нарушает вашу волю, то есть вот я не хочу, чтобы оно вот так было. Ну, не знаю, допустим, вы живете на одной территории, там, в одной квартире там, с человеком, или неважно, там, работаете на одной работе или еще что-то, и вот вы постоянно с ним ругаетесь, точнее, этот человек там выводит вас на конфликт там, или пытается там что-то как-то вот, и вам это не нравится, то есть его подключка постоянно дергает вас, да, и пытается через вас скачать энергию. И вот тут она нарушает вашу волю. То есть вам некомфортно жить рядом с этой подключкой. Вам некомфортно находиться вместе с этой подключкой на одной территории. И вы говорите, знаете что, подключка, а вот мне некомфортно находиться рядом с тобой на одной территории. Я против того, чтобы ты здесь была. Вот я с человеком хочу с этим остаться. Я не собираюсь, чтобы он уходил из моей жизни. Мне он нравится. Я хочу дальше там с ним работать, с ним жить, еще что-то. А вот ты мне не нравишься. Ты нарушаешь своим присутствием здесь мою волю. Не хочешь, как ты, вон там, выход, выйти. Понимаете? Вот так вот можно. То есть, но это уже идет на уровне, когда вы научились это делать. Научились для начала своих выгонять. И когда вы, если научились выгонять свои подключки, то есть работать, да, над собой и со своим работать, вы можете уже работать с другими людьми. То есть, опять же, каким образом я вам сказала, говорить, ты нарушаешь, там, вот ты сидишь там на моем, я не знаю, там, брате, маме, там, еще кому-то, ты нарушаешь мою свободу воли. Выход там. В принципе, там стратегия примерно такая же, как и при работе со своими подключками. Вот. Только они там могут сопротивляться в том плане, что орать, что это свобода воли человека, чтобы она там сидела на нем, и вот там прочее. И там уже идет то, что вы выставляете свою волю таким образом, что она нарушает вашу волю. Человек не осознает ее. Где письменная? То есть он тебе прям, вот лично тебе, вот он прям сказал, подключка, сиди на мне. Или можно, допустим, сделать тоже хитрый ход конем и спросить человека, там, можно я тебя почищу, или там, допустим, скажи мне «да». Ну, просто подойти и сказать. То есть мысленно проговорить, что я собираюсь там удалить твои подключки, да. Скажи мне «да». Он тебе просто говорит «да». Все, ты получила разрешение. Вот, по сути, конечно, то, что человек не понял, да, на что он согласился, но подключки так и работают. Человек так и соглашается со всем, что они говорят. И тут, ну, смотрите сами. То есть вы можете спросить напрямую, там, да, допустим, если там, что можно там я тебя почищу, там, или как-то вот это. Но если человек совсем ни во что такое не верит, можно просто вот таким образом тоже сделать. Скажи мне «да». Если он уже переспросит, на что «да», ну, там можете, там, я не знаю, там, сказать, ну, вот хочу кое-что там сделать, там, попробовать или еще что-то. Если он откажется, то, ну, тогда откажется. В общем, как-то вот так. Я надеюсь, что я ответила на вопросы и немного пояснила про вообще вот этот вот момент темных, потому что вопросов на эту тему, что как мы там их волю, да, теперь должны соблюдать и все такое, но у них же есть своя свобода воли. Ребята, то, что я говорила ранее, это вообще никак не отменяет то, что у них есть своя свобода воли. Я просто говорю о том, что вы должны это учитывать, тоже, что у них есть своя свобода воли. Но у вас есть тоже своя свобода воли. И вы должны свою волю отстаивать. Они свою волю очень сильно отстаивают. Они вот юридически, они там будут долбиться прям вот лбом об это, и вот до последнего бороться за свою волю. То есть они это все прекрасно знают, эти законы темные. И они-то за свою волю, ты что, а вот чужую там обходными вот такими. Но это опять же, я говорю, это не все. Это вот есть отдельная группа таких. И естественно, то есть то, что
опять же, я говорю, то, что здесь происходит сейчас, это ненормально. Ни в рамках Вселенной, ни вообще в принципе. То есть они нарушают закон. Это, знаете, вот как это выглядит? Когда юридически, вот есть фирма, да, какая-то, вот у нее там увольняют рабочих, там вот просто вот без всякого там, знаете, выходного пособия, там, захотел, уволил, там, все пофигу, там, платят в чернуху зарплату, там, я не знаю, там, делают, что хотят, там, работники там по 300, по 400 часов там работают, допустим, там, без выходных вообще, там, пофигу. То есть все нарушается, там, все законы вообще нарушаются, деньги отмываются, там, что попало делается, ну, вот представьте, да, ну, полный беспредел вообще, полный. Но юридически на бумажках там все чин по чину. Вот если там поднять бухгалтерию, там еще что-то, да, все там вообще вот не к чему там, понимаете? Не к чему подкопаться. Вот на бумажках все красиво, там аж вот прилизано до лоска. И вот здесь то же самое, чтобы вы понимали. То есть тут вот у них юридически на бумажках все чин-чинарем, все на все соглашаются, всем все нравится, все живут прям класс, кайф ловят от того, что они здесь находятся. На все согласны, там, то, что сущности жрут, там, согласны, на это согласны, на все по воле, все это, сами люди строят эту реальность, им все мир, дружба, жвачка. По бумажкам, вот по бумажкам, там любая комиссия придет, не придраться. Финансовые отчеты идеальные. Но если прийти на само предприятие и посмотреть, что там творится, а там полный беспредел. Там нарушение всех законов, которые только могут быть. И вот здесь то же самое. Поэтому, если бы здесь не было нарушения, чтобы вы вообще вот про тему перехода я потом объясню вообще, что это за переход такой и что вообще происходит. Но сейчас частично вот эту тему затрону. Если бы тут все было чин-чинарем, если бы тут все действительно было и по воле нашей, и там все классно и здорово, вот как у них это на бумажках, то вот того, что происходит здесь сейчас, я имею в виду и массовое пробуждение, и вообще то, что люди начинают вспоминать, кто они, начинается сопротивление, да, начинается все вот последние вот эти 2 года, если бы все действительно было по закону, если бы все действительно, все на все соглашались и воля бы не нарушалась, вот этого массового пробуждения бы не было, проверок бы не было. Все эти события, которые сейчас происходят, я не имею в виду сейчас вот этого жиж там и все прочее, я имею в виду положительные события, да, именно касаемо людей там и всего. Это бы всего не состоялось. И то, что сейчас, вот вы просто посмотрите, что происходит эти 2 года. Это просто, это колоссальнейшее событие. И я говорю сейчас не про вот эту вакханалию, которую тут темные устраивают, а именно то, что происходит со светлячками, вот эти массовые пробуждения, вот это вот все, это просто это что-то невероятное. И поверьте мне, все те сущности, да, которые действительно, не все подряд там, а действительно виновны в том, что вот это все здесь происходит, то есть это те, кто выстраивали и эгрегоры, и вот эту вот всю пирамиду, да, выкачки энергии, вот этот завод здесь такой, классную вот эту зомби-ферму строили, да, не исполнители мелкие, а те, которые действительно этим занимались, они будут наказаны. И у них будет свое наказание. Но это, ребята, не сождение на кол. Для души, чтобы вы понимали, самое страшное, что может произойти с душой, ну вот для нее, это потеря потенциала. Это не какой-то там опыт сидения на колу. Это опыт. Самое страшное — это потеря потенциала. Я не знаю, стоит, не стоит говорить, но смотрите, каждая душа, это уже немного в другие дебри просто, каждая душа, она создает тела, да, как тонкие тела, так и тело физическое. И на каждое тело она тратит свой потенциал в виде энергии. Так вот, каждым телом, да,
каждым телом, оно получает определенный опыт. То есть это тело, оно собирает опыт, то есть накапливает потенциал, понимаете, который потом переходит к душе, то есть переходит к искре, и искра расширяется. По такой же схеме все души развиваются, по такой же схеме развивается Создатель. По сути, каждая искра, отделенная от Создателя, это как его маленькое тело, да, такое, хоть и автономное, но тем не менее, то есть часть, так или иначе, часть вот этого вот потенциала, оно идет во Вселенную, то есть во всю Вселенную, да, и так Вселенная расширяется, так она развивается. Так вот, когда получается у души какое-то из тел развоплощается, то есть для создания заново, нового создания этого тела, душе требуется определенное количество потенциала. Вот эти тела, да, которые физические, они, в принципе, количество опыта, которое получается, они временные, да. Есть, чем ниже матрешка, тем она более такая временная. Чем более высокая матрешка, ближе к искре, тем она более долгая. То есть она не просто там, я не знаю, там на 100 лет, да, грубо говоря, оно уже рассчитано на там много-много воплощений, много-много всего. То есть это тело, которое держит в себе очень много, большое количество потенциала. И для того, чтобы его воссоздать, душе требуется очень большое количество потенциала. Я не знаю, поймете вы или нет, но надеюсь, поймете. Так вот, те души, которые нарушили вот этот закон, для них будет определенное, да, это именно лишение потенциала определенное. Для них это несколько шагов назад. Да, это будет тоже опыт, который они получат. Но этот опыт будет соизмеримо меньше с тем количеством потенциала, который они при этом потратят для его получения. Эти души в своей эволюции сделают несколько шагов назад. То есть, если это была какая-то там, я не знаю, темный крутой иерарх, то он потеряет очень большое количество сил. В 2-3 раза у него сила уменьшится, если он потеряет несколько своих тонких тел. Некоторые души даже при потере потенциала, если брать полную потерю потенциала, развоплощение тонких тел вплоть до искры, то есть остается одна искра, а все тонкие тела, они просто развоплощены. Я не знаю, понимаете вы или нет. Лишение тонких тел, остается одна искра. Так вот, для того, чтобы воссоздать матрешку, этой душе понадобится столько потенциала, что некоторые даже откатываются в плотностях. То есть душа, там, допустим, которая была в 5-й плотности, у нее может при полном развоплощении всех тонких тел, да, и остатки одной искры, на то, чтобы воссоздать всю свою матрешку заново, уйти такое количество потенциала, что она больше не сможет существовать в 5-й плотности, даже с тем учетом, что она знает на эту 5-ю плотность. Да, все в ней знает. Но именно количество энергии, именно количество потенциала, то есть она станет меньше. Ей не хватит для того, чтобы находиться в этой 5-й плотности. Ей придется спускаться в 4-ю и накапливать потенциал заново. Я не знаю, что вы поймете. Вот. Это, кстати, такой единственный момент, да, когда вынужденная какая-то такая деградация идет. И, кстати, то, что воруют темные у нас, да, кто там спрашивал, зачем темным светлые души, вот они как раз-таки воруют потенциал. То есть они воруют энергию души. Вот это их основная цель. Как кто-то сказал, действительно, есть не просто хлеб, а хлеб с маслом. То есть у них собственного потенциала не хватает, да, на что-то. Они при этом берут чужой потенциал, пытаются украсть. Считала, что вы думаете, да, является самой большой ценностью во Вселенной. Ведь самая большая ценность во Вселенной — это не деньги и не природный ресурс. Самая большая ценность во Вселенной — это энергия, то есть потенциал. И да, темные, они реально воруют потенциал.
Ну, то есть некоторые темные, не все. Вот. Но некоторые для накопления собственного потенциала, не имея большого веса, да, вот, ну, не имея там собственных каких-то средств, они начинают воровать у других эти деньги, да, чтобы у них было больше денег, они себе могли больше всего купить и позволить, допустим. Вот. Не знаю просто, как по-другому объяснить. Чтобы они были сильнее, выше там, да. Вот. В принципе, здесь, наверное, тоже много таких примеров, так как вот говорят энерговампиры, да, и прочее. То есть те, которые берут, ну, то есть помимо своей энергии начинают воровать энергию у других людей. Есть такие энерговампиры, которые здоровье пьют, то есть нету своего здоровья, они начинают пить здоровье других. Но это, опять же, относится к магическим каким-то действиям, да. Вот, действия магического характера, в принципе, это все тоже отменяется прекрасно. Вот, но это искусственное влияние на материю, опять же, да. Вот. И, кстати, ребята, тоже к вопросу свободной воли. Наверное, там многие, где логика, если у меня есть свободная воля, вот кто-то на меня помогичил, как оно будет, типа, на меня действовать, если моя свободная воля, как вот она нарушает. Да не нарушает. Вы не выставляете границы. Кстати, вот тему границ, наверное, надо отдельно открыть. Потому что если вы не выставляете границы, вы априори на все согласны. Вы же не выставляете никаких правил. А когда нет правил, значит, с вами можно делать все, что угодно. По сути, если вы... Вот почему подключки начинают отваливаться, когда вы изъявляете волю, чтобы они отвалились. Потому что вы только сейчас сказали о том, что вас не устраивает, что они на вас висят. То же самое с какими-то магическими воздействиями. Если вы заявляете свою волю, что никакие эти воздействия не могут на вас действовать, и все они, если они такие есть, они аннулируются, и я больше не согласен, никакие вот эти вот действия, да, чтобы они работали, и все, и чтобы там кто-то меня там сосал там, и прочее. То есть вы должны выставить границы, выставить условия, на которых вы здесь воплощены и на которых вы здесь опыт получаете. Если нет границ, значит их и нет, значит можно все, правильно? Это вот как, я не знаю, детей там запускают на батуты, да, куда-то. И пока им не скажут, что нельзя на голове стоять, там, да, там, прыгать, скакать, там, делать сальто и прочее, они будут это делать. Но для того, чтобы они этого не делали, надо им выставить границы, надо рассказать им о правилах поведения на батуте. И сказать, там, нельзя прыгать с кока-колой в руках, нельзя там есть, когда ты прыгаешь, нельзя там на голову прыгать, да, нельзя сальто делать, еще что-то. И только когда вы вот это проговорите, он не будет этого делать. Но пока вы этого не скажете, они будут делать все, что угодно. Тут то же самое. Нужно выставить правила. Если вы не выставляете правила, то кто это сделает за вас? Ну, опять же, если вы передаете управление кому-то, вот, об этом я говорила. Я, наверное, еще даже об этом повторюсь, отдельный ролик вынесу. Там прямо четко проговорю, кто, когда, где, почему свою реальность передает, каким образом. То есть, ну, кто-то, если, опять же, какие-то границы за вас будет выставлять, это не значит, что он выставит границы в вашу пользу. Но вы скорее будете играть по его правилам, а не по своим. А играть по чужим правилам, это значит играть на руку кому-то чужому. И, ну, не сказать, что хорошему, потому что в большинстве своем, ну, светлые правила не нарушают, да. Я имею в виду свободу воли и прочее. То есть. Но я уже говорила, и светлые тоже есть некоторые, которые делают это. Поэтому как-то так, чтобы вы понимали. И среди светлых есть те, кто пытаются нарушить свободу воли, да, и в том числе свободу воли темных, вот, потому что жить так нельзя, надо там жить по-другому и все такое. И да,
Также есть темные, которые пытаются нарушить свободу воли светлых, да, и там свободу воли других темных, в том числе, не только светлых, чтобы вы понимали. Вот. Но есть те и другие, и светлые, и темные, которые, в принципе, живут по законам и законы не нарушают, да, сами играются в своих песочницах и других не трогают. Поэтому наша Вселенная очень разнообразна. Я хочу, чтобы вы это тоже осознавали, потому что когда вы развешиваете ярлыки на все подряд, на всех подряд, это однобокое мышление. То есть вот, знаете, картинка такая есть, где есть круг и квадрат. Да? Один смотрит с одного угла, видит квадрат, а другой с другого угла видит круг. То есть две тени отбрасывает одна фигура. Но смотреть надо со всех сторон, для того, чтобы создать полную картину. Ладно, ребят, я и так уже много наговорила. Не знаю, насколько это видео получилось продуктивным. Я постаралась просто более глубоко раскрыть эту тему, более как-то ее понятно рассказать. Уже постаралась разжевать, в рот положить, уже все сделать, я не знаю, для того, чтобы было понятно. У меня это понимание идет на уровне души, как это все рассказать так, чтобы было понятно всем. Я уже не знаю как просто. Я уже на каких-то банальных примерах рассказываю, уже как по-другому даже не представляю. Если всем все понятно будет после этого ролика, я уже конкретно расскажу в следующем про устройство нашего мироздания, про его параллели, про то, как оно выглядит, что оно выглядит, и про купол расскажу, и про многое другое. Не знаю, как вы все воспримете. Опять же, я скажу, это мое личное видение. Всем вам желаю быть стойкими, сильными. Верьте в себя. У вас все обязательно получится. Мира вам. До скорых встреч.